Неделя Еврокубков закончилась для нас неоднозначно. С одной стороны, были ожидания увидеть два клуба в осенней стадии Лиги Конференции, и эти ожидания не оправдались. С другой, это уже рекордная для Армении еврокубковая кампания по набранным очкам, и у нас все равно будет представительство в групповой стадии Лиги Конференции. Сегодня мы обсудим матчи Ружанберок-Пюник и Целе-Нуа, а также обсудим календарь Еврокубков для Армении, где у нас будет матч на Стэмфорд-Бридж. Пюник в гостях встречался со славянским Целе. Домашний матч с минимальной победой 1-0 показал, что команде Ерише Меликяна вполне по силам одолеть словенцев. Тем более, что дома мы могли забить и больше. Уже в дебюте встречи отличился главный герой этого матча, им был не футболист, а судья Петру Чокирка из Австрии. Самый обычный навес штрафную у словенцев закончился падением Джеймса. К нему подбежал славянский защитник и что-то высказал. Скорее всего, обвинял в симуляции. Наш бразилец быстро встал и побежал закрывать свой фланг защиты, по пути слегка потолкавшись тем самым защитником. Словенец от этого движения упал в конвульсиях. Но дело в том, что это было прямо на глазах у судьи, как можно было тут усмотреть удаление, уму непостижимо. Но австриец смог. После этого Пюник сильно прижался к своим воротам и отбивался без какой-либо оглядки на атаку. В одной из атак словенцев нас спас сначала чудо-сейв Генри Авакяна, а затем штанга. Следующий угловой был не менее опасен, но тут уже словенцы сами нас простили. Было очевидно, что по такой игре гол – это вопрос времени, и он себя долго не заставил ждать. Агдун, который вернулся в защиту, дабы помочь своей команде отбиваться, рикошетом отдал пас Климану Неманичу. Тот из не самой простой ситуации в одно касание ударил и забил гол. Впереди было еще уйма времени, и ситуация выглядела для нас ужасающей. Только на 35-й минуте мы увидели более-менее адресную атаку пюниксов. Слабый удар Алимау легко поймал Матиаш Розман. Как будто мало нам было несчастья, случилось еще одно. Очередной навес словенцев попал в руку Майи. Формально пенальти был, и австрийский судья безжалостно показал на 11-метровую, которую уверенно реализовал Лука Бубичанец. Под самый занавес тайма словенцы могли забить и третий мяч, но опасный удар Нино Коутера вытащил Авакян. Преимущество словенцев было настолько тотальным, что не виделось, за счет чего наши футболисты могут вытащить этот матч. Но начало второго тайма ознаменовалось еще одним удалением. Марио Квешич попал ногой по лицу Кучуку, за что получил вторую желтую карточку. В равных составах появилась надежда, что Пюник включится и покажет характер. И действительно, мы начали больше атаковать. Один из наших угловых закончился суматохой в штрафной словенцев. Честно говоря, я так и не увидел четкого эпизода игры рукой, но судья после просмотра VAR-системы уверенно показал на точку. К мячу подошел капитан команды Кучук и спокойно закатил его в правый угол. 2-1, ничья по общему счету и психологическое преимущество на стороне армянской команды. Казалось, что вот он, идеальный момент добить словенцев. На 68-й минуте угловой привел к опасному удару от Убанджо, но Юсуф, к большому сожалению, хоть и бил неплохо, но опять не забил. Как покажет время, это был переломный момент, забей мы и все пошло бы иначе.
А дальше вышедший на замену литовский нападающий Армандо Скучис отобрал мяч у Майи и отличным ударом сделал счет 3-1. Тут есть вопросы к Авакяну, но лучше их задать бразильцу Майя, из-за которого все случилось. Еще через несколько минут блестящий пас Луки Бубичаница замкнул все тот же Кучис. 4-1, и на этом точка в этом матче была поставлена. Что хочется сказать по итогам Еврокубковой кампании Пюника? У клуба очень сильный главный тренер, который умеет выбирать тактику, умеет готовить физически своих футболистов так, чтобы они в меньшинстве почти весь матч не уступали в физике, который умеет прививать менталитет победителя, когда футболисты не сдаются даже в самых сложных ситуациях. Но при этом у действующего чемпиона Армении довольно слабый состав. Меликян и так выжимал из него максимум. Чтобы в следующем сезоне вернуться в Еврокубки и выступить лучше, однозначно нужно усиление. Готов ли тратить на это деньги Артур Согомонян, президент клуба? Большой вопрос. Ну и хотелось бы, чтобы безусловно талантливый специалист Меликян начал работать и с молодежью, коих в Академии Пюника множество. На десерт я оставил матч Нуа с Ружамбероком, хотя он начался раньше матча Пюник-Целия. Дома наши футболисты победили 3-0, но могли забить даже больше. И в принципе, зная силу Нуа, мы все были уверены в итоговой победе армянской команды. Видимо, так же думали футболисты Нуа. По крайней мере, действовали они в начале матча довольно вальяжно. За что уже на 9-й минуте были наказаны голом в исполнении Оливера Лютерана. Гол получился на славу. Четко в ближнюю девятку, со всей силы. Ченчаревича тут обвинять не хочется. Казалось, это случайный гол, и сейчас мы словакам покажем настоящий комбинационный футбол. К сожалению, опять футболисты Нуа также думали. Хотя на самом деле они реально атаковали. Классный пас Пинсена с левого фланга не менее классно завершил ударом Мартин Гамбуш. Но отлично себя проявил Фрюхвальд, выбив мяч на угловой. Словацкий вратарь вообще в этом матче был великолепен. Красивейший пас Ферреры на Пинсена привел к очень опасному обводящему удару француза. Но опять Фрюхвальд был на высоте. Лучший бомбардир Нуа, португалец Григорио, также безуспешно пристреливался к воротам словаков. Наша команда атаковала многие и на любой вкус, с любого фланга и по центру тоже, и хоть каждый раз для гола чего-то не хватало, в целом казалось, что он неминуем. Вот Сангаре отдает очередной умнейший пас на уже дважды забивавшего в этой лиге конференции защитника Мильковича, но опять нам не везет с голом. Следующий момент вообще казался вершиной невезения. Имран Умар с Виржилом Пинсеном выдали эстетически потрясающую комбинацию, и вышедший 1 на 1 Пинсен угодил в штангу из убийственной позиции. Весь ход матча подсказывал, что Ружамберок не ровня Нуа, и даже безумное везение не поможет словакам. Какой же был шок, когда на последних секундах первого тайма хлесткий удар Яна Гладика сделал счет 2-0. Холодный душ для наших футболистов и болельщиков. На второй тайм футболисты Нуа вышли разозленные. Пинсен со своего фланга постоянно источал опасность, но опять нам не хватало чего-то в завершении для гола. Просто посмотрите на эту атаку. Гонсало Силва бьет издали. Выручает свою команду все тот же Фрюхвальд, отбив мяч в сторону. Подбежавший Феррера подхватывает мяч и пасует на Имрана Омара. Тот бьет зрячий и довольно сильно. И опять чудом спасает Фрюхвальд. Словаки, конечно, тоже отвечали своими атаками, но на фоне голевых моментов Нуа их попытки забить выглядели детским лепетом. Но зато у них был вагон везения. Далеко не самая опасная атака закончилась тем, что бразилец Пабло Сантос упустил за спиной Яна Гладика. В итоге ему пришлось фалить, а это пенальти и вторая желтая карточка.
Мартин Боди реализовывает пенальти, счет 3-0 и мы в меньшинстве. Уверен, все, кто смотрели этот матч в прямом эфире, были в шоке. Настолько превосходить соперника в игре и в счете, и в итоге оказаться в такой ситуации, в шаге от пропасти, это какой же поток невезения надо иметь. Видимо, вся удача Нуа ушла на матч с АЭКом. Наши футболисты понимали, в овертайме, имея на одного футболиста меньше, они еще больше устанут и лучше попытаться отдать все силы на концовку основного времени. 88-я минута. Неутомимый Вирджил Пенсон со своего фланга делает навес и набежавший Матеос Барозу вколачивает наконец-таки мяч в ворота Фрюхвальда. Фантастика, а не матч. Отмечу, что к тому моменту на замену вышли Артак Даршьян и Горман Вилян, которые, впрочем, погоду в игре не делали. В оставшееся время словаки пошли все команды вместе с вратарем в атаку и имели как минимум один шанс забить гол. Но Святой Огнен снова напомнил о себе, вытащив опасный удар из пределов штрафной. Стоит еще заметить, что на последних минутах травму получил Артак Даршьян, его заменил Сергей Мурадян. Что хочется сказать о Нуа? Во-первых, это довольно богатый клуб по армянским меркам, имеющий очень качественный состав. Тот же Пюник не может себе позволить держать на скамейке Артака Даршьяна, Гормана Виляна или Матеуса Барозу, которые в нужный момент могут выйти и сделать результат. Во-вторых, у Нуа тоже есть классный специалист в лице Руи Мотты, который за короткое время сумел наладить внутрикомандное взаимопонимание, игровые связи и атмосферу в коллективе. Ну и в-третьих, спасибо им большое, что подарили нам Евроосень. Ведь, как известно, в Лиге конференции новый формат, где у каждого клуба будет минимум 6 встреч, 3 дома и 3 в гостях. Календарь для Нуа следующий. 3 сентября мы примем в Ереване чешскую Млада Болеслав. По их силе можно косвенно судить по игре Банника Острава Урарту, где чехи вынесли армянскую команду вперед ногами. Но Нуа это не Урарту, так что вполне можно рассчитывать здесь на победу. Затем 24 октября у нас матч с австрийским Рапидом, очень сильный клуб, в составе которого действующие футболисты сборных Австрии, Венгрии и Хорватии. 7 ноября будет, внимание, поездка на Стэмфорд-Бридж, где Челси в обязательном порядке будет наказан и унижен. Мы обязательно покажем англичанам, что настоящая АПЛ – это армянская премьер-лига, а не английская. Далее Нуа 28 ноября примет исландский Викингур. Если честно, единственный клуб, который, на мой взгляд, номинально слабее Нуа, поэтому тут мы обязаны побеждать. Ну и в декабре у нас еще 2 матча. Дома с кипрским Апоэлем, да, сильный и опытный клуб, в составе которого, например, некогда большой немецкий талант Макс Майер или грузинский защитник Глаша Двалия, отлично показавший себя на минувшем чемпионате Европы. Но Нуа сумел одолеть греческий АЕК, а значит дома вполне можно попытаться и киприотов победить. И 6-я, но надеюсь не последняя встреча будет 19 декабря с сербской Бачка Топола, или сокращенно ТСЦ. 3-я команда минувшего чемпионата Сербии. Конечно, номинально они сильнее нас, и состав стоит в 4 раза дороже, чем у Нуа. Но мы уже приучены, что армянская команда на футбольном поле может бодаться с любым соперником. Тем более речь не о Партизане или Цервени Звезде, так что даже тут можно ждать подвигов от нашего клуба. После этих матчей Нуа займет соответствующее место в турнирной таблице среди 36 других команд, у которых также будут свои 6 матчей. Первые 8 команд получат прямую путевку в 1/8 финала Лиги конференции. Команды с 9 по 24 будут добиваться своего права дальше выступать через плей-офф. Как видите, благодаря Нуа мы станем участниками великолепного футбольного праздника. И лично я верю, что наш клуб способен выйти впервые в истории армянского футбола в Евровесну. Пишите вы свое мнение на этот счет в комментариях. Ну а я напомню, что совсем скоро будут матчи нашей национальной команды, где Армения встретится с Латвией и Северной Македонией. На канале обязательно выйдет выпуск, где я расскажу, кто из футболистов вызван на эти матчи, в каком состоянии и что нас ждет. Спасибо, что смотрели этот выпуск, не пожалейте своих лайков и подписок. До встречи.